Привет, друзья! Когда в правительство Германии приходят новые люди с жесткими идеями, это может круто изменить не только миграционную политику, но и повседневную жизнь миллионов. Давайте прямо сейчас разберемся, что это значит лично для каждого из вас и для всей Европы. Сегодня в Германии новое правительство и новая коалиция с Фридрихом Мерцем, перед которыми стоят невероятные вызовы на фоне мировых катастроф и кризисов. Но справятся ли они с этими страшными проблемами? Один из политиков, которого вы все хорошо уже знаете, в прошлом заметно перекрыл своих коллег по яркости и авторитету. Я имею в виду Бориса Писториуса из Социал-демократической партии Германии. С момента вступления в должность министра обороны он получил в целом положительные оценки от большинства граждан Германии. И теперь, после формирования новой правительственной коалиции между ХДС, ХСС и СДПГ, именно он единственный из всего кабинета министров светофорной коалиции, кто сохранит свой пост. Для справки скажу, что это решение поддержит значительное большинство. 73% опрошенных считают его дальнейшее пребывание на посту оправданным и правильным шагом. Наряду с этим были представлены и другие ключевые фигуры нового правительства. Ларс Клинвальд, назначенный на должность министра финансов вместо Кристиана Линднера, воспринимается обществом более неоднозначно. 43% граждан считают его хорошим выбором, однако 34% напротив не поддерживают его кандидатуру. В качестве нового министра труда работает Бербель Бас. 36% респондентов расценивают ее назначение как удачное, но 26% придерживаются противоположного мнения. От ХСС в новом составе Кабмина один из 3 постов занимает Александр Домбринт, который возглавляет Министерство внутренних дел. Его фигура также вызывает споры. Внимание, 35% считают его хорошим выбором на этот ответственный пост, а 42% не одобряют это назначение. Хочу также заметить, что некоторые министры пока остаются неизвестными для вас и для широкой публики, поэтому им еще предстоит доказать свою компетентность. Например, новым министром иностранных дел вместо Анналены Бербак стал Йохан Вадефуль, а Министерство экономики возглавила Катарина Райхе. Они представляют партию ХДС. В обоих случаях примерно каждый 4-й респондент высказал свое мнение, что эти назначения являются либо хорошими, либо наоборот неудачными. Однако интересно то, что в отличие от Анналены Бербак, половина опрошенных, включая вас, зрители, пока затрудняется с оценкой их кандидатур, указывая на отсутствие достаточной информации о них или желая подождать первых шагов на новом посту. Прошел лишь один день после формирования нового правительства, и Александр Домбринт уже анонсировал первые масштабные изменения. Новое направление миграционной политики обозначено четко. Беженцы должны быстрее выдворяться обратно. Однако такие меры приходятся по душе далеко не всем соседям Германии. Тем не менее, стоит отметить, что реакция на происходящее оказалась неоднозначной. Наряду с критикой звучат и положительные отклики. Министр внутренних дел Александр Домбринт заявил, что намерен действовать решительно и без промедления. Он хочет значительно усилить контроль на немецкой границе при помощи увеличения числа сотрудников федеральной полиции. Эти силы будут направлены на то, чтобы не только охранять границу, но и разворачивать беженцев, даже тех, кто подает прошение о предоставлении убежища на территории Германии. Об этом Домбринт сообщил уже на следующий день после вступления в свою должность. Такая скорость и прямота вызвала волну возмущения за пределами страны. Обещание лидера Фридриха Мерца, который уверял, что Германия будет действовать в согласовании с нашими европейскими соседями, кажется, быстро теряет свое значение на практике. Особенно резко отреагировала Швейцария. В официальном заявлении Федерального департамента юстиции и полиции страны говорится, цитата: «Швейцария с сожалением отмечает, что Германия приняла эти меры без предварительных консультаций. Более того, в Берне уверены, цитата, «систематические возвраты на границе нарушают действующее право с точки зрения швейцарской стороны». Власти этой альпийской страны уже заявили, что будут внимательно следить за последствиями происходящего и при необходимости рассмотрят возможность ответных мер. При этом Швейцария четко обозначила свое требование.
Грузоперевозки и передвижение граждан не должны страдать из-за ужесточения пограничного контроля. Цитата. «Граждане обеих стран должны и впредь иметь возможность беспрепятственно пересекать границу по пути на работу и обратно», подчеркивается в заявлении. Также стало известно, что член Федерального совета Беат Янс предложил провести встречу между министрами обеих стран, ответственными за миграционную и внутреннюю политику. Однако ответа на эту инициативу со стороны Германии до сих пор не поступило. Не осталась в стороне и Польша. Польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на совместной конференции с Мерцем, подчеркнул, что Польша вложила значительные ресурсы в укрепление внешних границ Европейского Союза. Но при этом внутренние границы, по его словам, остались менее защищенными, в том числе и для того, чтобы мешать повседневному движению рабочих мигрантов и поездкам между странами. Цитата. «Я понимаю стремление к усилению пограничного контроля», признался Туск, «но такие меры должны прежде всего касаться внешних границ Шенгенской зоны». Правительство Австрии официально выразило поддержку политике, проводимой Фридрихом Мерцем и Александром Домбринтом. В специальном заявлении подчеркивается, цитата, «Мы делаем ставку на тесное и доверительное сотрудничество с правительством Германии, чтобы вместе добиться международных и устойчивых результатов, особенно в сфере возврата мигрантов и охраны внешних границ», говорится в сообщении Министерства внутренних дел Австрии. При этом австрийская сторона подчеркивает, что исходит из того, что немецкие власти во всех своих действиях будут строго соблюдать общественно-правовое поле. В заявлении также отмечается, что действия австрийской федеральной полиции будут постоянно адаптироваться к текущему развитию ситуации. Также подчеркивается, что уже в прошлую субботу, то есть еще до ряда последних заявлений, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер провел телефонный разговор с новым министром внутренних дел Германии Александром Домбринтом. Во время беседы стороны обсудили совместные шаги в рамках миграционной политики и охраны границ. Похожую ситуацию занял и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Он также подтвердил, что в выходные состоялся телефонный разговор с Домбринтом, в ходе которого они обсудили конкретные меры, принимаемые на границе. По словам Ракушана, эти меры не окажут существенного влияния на Чешскую республику и ее граждан, заявил он в официальном заявлении. Он также добавил, что возврат нелегальных мигрантов, то есть так называемый обратный прием, уже осуществляется как между Германией и Чехией, так и, к примеру, между Чехией и Словакией. В своем выступлении Вит Ракушан отметил, что уровень так называемой транзитной миграции между Германией и Чехией находится на рекордно низком уровне. Тем не менее, он подчеркнул, что чешское руководство не собирается недооценивать ситуацию и именно поэтому стремится к скорейшему изменению законодательства в сфере предоставления убежища. Александр Домбринт, в свою очередь, заявил о намерении увеличить число сотрудников федеральной полиции. Согласно данным, опубликованным в газете «Бильд», планируется, что полицейские будут находиться на службе, внимание, дольше обычного, вплоть до 12 часов в день. Несмотря на ужесточение, не планируется автоматический отказ всем беженцам, однако простого прошения о предоставлении убежища в Германии больше не будет достаточно, чтобы избежать отказа во въезде. При этом будет сделано исключение для беременных женщин и детей, они продолжат получать свою защиту. А теперь давайте обсудим, оправданы ли такие жесткие шаги на границе, или Германия рискует испортить отношения с соседями ради сомнительной безопасности. Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних новостей Германии и Европы, и спасибо за просмотр.